Намасте. Практика пранаямы. Первое, что нужно освоить, это брюшное дыхание, которое является основой всего дыхания в йоге. Базовым является дыханием. Асаны, когда вы выполняете, вы дышите таким образом. Или пранаяму, или медитацию. Неважно. И я рекомендую дышать таким образом в течение всего дня. То есть сделать это дыхание автоматическим. Переучиться. Это может занять некоторое время, но это вполне реально. Что это за дыхание? Его называют еще абдоминальным или нижним дыханием, дыхание животом. Просто большинство людей дышат грудью, но не все, да. И нужно некоторое время и внимание, чтобы переучиться. Дыхание животом, оно более естественно для человека, потому что когда он рождается, он дышит таким образом, первые годы своей жизни точно. Потом некоторые начинают дышать почему-то грудью. И нижнее дыхание, оно более всего способствует расслаблению, открытости ума, какому-то спокойствию. Поэтому оно в йоге применяется. Более того, внизу живота находится определенный энергетический центр канда, откуда по всему телу идут энергетические каналы. То есть это центр переплетения этих каналов нади. И, соответственно, там аккумулируется наша жизненная или витальная сила. Поэтому, когда мы дышим животом, мы воздействуем на эту часть тоже. Особенно, если мы дышим осознанно. Как дышать? Просто положите одну руку на живот, другую на грудь. Это для проверки. И на вдохе ваша диафрагма опускается немножко вниз, и живот расширяется. Выполняются нижние отделы легких воздухом. На выдохе, наоборот, живот уходит внутрь, подтягивается. Другая рука у нас проверяет, что грудь не двигается. Клетка не расширяется. Двигается только живот. Сначала может быть непривычно, но потом все это становится естественным и автоматическим. Следующий вид дыхания, который бы я хотела рассказать. Я думаю, что для начала достаточно несколько техник всего лишь освоить. Вот это базовое дыхание и еще 3. Следующее дыхание – это полное дыхание или полное йогическое дыхание иногда называют. Как оно выполняется? Можно сказать, что оно состоит из таких 3 видов дыхания. Нижнее, брюшное, потом среднее, грудное и верхнее ключичное. И вдох, он включает в себя эти 3 элемента. То есть мы начинаем снизу дышать животом, потом продолжаем вдыхать грудью, расширяется грудная клетка и заканчиваем вдох в районе ключиц. То есть чуть-чуть поднимается, может быть, у нас тут плечи,
это может быть совсем незаметно, такой небольшой вдох. То есть у нас как бы заполняется воздухом нижний, средний, верхний отделы легких. Мы максимально себя заполняем, вот насколько получается. Выдох в обратном порядке. Ключица, грудь, живот. И живот подтягивается внутрь. Потом опять вдох, расширение живота, грудная клетка, ключица и выдох. И мы перемещаем свое внимание, когда вдыхаем. Так будет легче, так будет, наверное, более правильно. То есть сначала внимание внизу, потом в середине груди и в ключицах. И на выдохе обратно, сверху вниз. Это тоже довольно просто. Это очень такое интересное дыхание. Оно ментально успокаивает и погружает вас внутрь себя. Конечно же, все надо делать с закрытыми глазами. За счет того, что участвует сознание в этом процессе, вы как бы немножко контролируете процесс дыхания. Он не автоматический. Вы посильнее включаетесь в этот процесс, в само тело, в ощущения. И, по сути, только лишь это дыхание может вас вывести в состояние медитации. То есть даже не надо другого. Обычно можно выполнять, начиная там 2-3 минут и больше. 5 минут. В принципе, столько, сколько вам хочется. Когда вы вдыхаете, представляйте или старайтесь ощутить, как не только воздух, но и прана, энергия наполняет вас до краев. То есть такую полноту. Когда выдыхаете, представляйте, что вы полностью опустошаетесь. То есть такое состояние пустотности, опустошенности. И еще один момент, вы можете добавлять такие остановки. После полного вдоха, вы снизу вверх вот вы вдохнули, поднялись, я имею в виду, сознанием. И когда вы чувствуете себя полным, вы останавливаетесь на секундочку-другую и чувствуете эту полноту. Это не задержка дыхания, это просто остановка. Потом выдыхаете, пускаете сознание вниз и останавливаетесь там. Вы чувствуете пустотное состояние. Такое состояние после выдоха. Это уже такой усложненный вариант, когда вы пытаетесь осознавать полноту и пустоту, и также точки перехода между вдохом и выдохом. Кажется, что эта техника простая, но на самом деле она может привести к раскрытию переживания высшей реальности. Да, вы вот концентрируетесь на точках перехода. Следующий вид дыхания – это капалабхати. Достаточно известная практика. Капала означает череп, бхати – это сияние, то есть сияющий череп или сияние черепа, головы. И эта практика относится к шаткармам, то есть к очистительным техникам, потому что она очищает голову от слизи, от излишков, очищает ум от беспокойств, от каких-то мыслей, от фиксаций. Вот, например, если вы на чем-то зафиксировались, то есть, зациклились, да, или у вас был сложный день,
и все это постоянно вертится в голове, вот так вот можно сесть и сделать капалабхати несколько циклов, и все это, скорее всего, пройдет. То есть это интенсивное дыхание, которое встряхивает энергетику. Вы поймете почему, когда начнете его делать. И оно всегда дает возможность переключиться. Поэтому я рекомендую его делать и в начале, перед асанами, чуть-чуть подышать можно, чтобы как бы подготовиться к практике. И потом уже, когда вы практикуете пранаяму, тоже хорошо его подышать таким образом. Потому что капалабхати как бы, ну, тут уже речь идет именно о пранаяме, не о шаткарме. Отсоединяет внимание от объектов. То есть способствует погружению вашего внимания внутрь. То есть вы немножко отстраняетесь от внешнего мира. Для пранаямы, для медитативных каких-то практик это очень важное условие. Это плюс. Как оно выполняется? Опять же, дыхание животом идет. Это такой быстрый форсированный выдох и плавный вдох естественным образом. Опять же, чтобы освоить, положите одну руку на живот, чтобы чувствовать, как живот ритмично сокращается. Выдох у нас происходит через нос. Практически во всех пранаямах мы дышим только носом. Ну, есть там парочку, где используется рот, но обычно носом. Спина прямая. Всегда старайтесь проверять положение спины и вот отсутствие сутулости, то есть плечи расправьте. И сначала делаем вдох, и на выдохе сократите мышцы живота резко, так чтобы воздух или прана, поток энергии пошел снизу вверх. Да. Воздух вышел через нос. Таким образом. То есть такой выдох, и живот подтягивается внутрь. Мышцы живота немножко передней брюшной стенки участвуют и сокращают. То есть не только диафрагма участвует, но и мышцы живота. Вы можете делать это медленно, когда вдох будет несколько длиннее выдоха. Или в равном соотношении. То есть это зависит от человека, как он делает. Важно, чтобы сохранялся ритм, и чтобы вы не уставали. Я рекомендую делать где-то 20, 25, 30 повторений. Вот это один подход. И таких 3 подхода или 5 подходов. Не делать там 108 раз, как некоторые рекомендуют. Это ни к чему совершенно. В йоге Надха мы обычно делаем капалабхати с акцентом на медитацию или на созерцание своего состояния после этого дыхания. То есть вы вот так вот подышали. Когда вы освоите, не нужно уже держать руку на животе, вы кладете на колени, ладони, дышите.
Поначалу не нужно делать никаких задержек, первые несколько месяцев точно. Вы просто расслабляете дыхание. Оно может само задерживаться или очень сильно замедляться. Это нормально. Вы наблюдаете просто за естественным ходом событий и воспринимаете свое состояние. Столько времени, сколько вы хотите. Минуту, 2, 3, 5 можно сидеть. И дальше идет уже следующий подход. Второй, третий. Таким образом. То есть нету акцента на том, чтобы как можно больше сделать этих форсированных выдохов, как некоторые предлагают. Акцент именно на то, что происходит с вами после этого интенсивного дыхания, на расширение своего восприятия, скажем так. И третий вид пранаямы, который я хотела объяснить, который также является очень базовым, таким основным, который необходимо знать, это анулома-вилома пранаяма, попеременное дыхание. Оно также очень простое и выполняется без задержек. Просто вдохи и выдохи. Пальцы правой руки перекрывают ноздри по очереди. Рука складывается в вишну мудру. Таким образом. То есть указательный и средний палец согнуты. Большой палец у нас участвует и мизинец, и безымянный. Большой палец на правом крыле носа, мизинец безымянный у нас будет на левом крыле перекрывать. По очереди. Начинаем вдох либо с левой ноздри, либо с той, которая лучше дышит. Допустим, с левой, да? Мы вдыхаем, правая закрыта. Делаем спокойный, плавный вдох. И затем открываем правую ноздрю, левую закрываем. И делаем спокойный, плавный выдох через правую ноздрю. Глаза закрыты. И опять вдох через правую ноздрю, а выдох через левую. Вот, в принципе, и все. Таким образом вы дышите. Дышите очень спокойно, плавно, не стараясь форсировать или замедлить дыхание. Вот такое, какое оно у вас есть, естественным образом, пусть такое будет. Ноздри могут дышать неравномерно. Это нормально, постепенно будет выравниваться. Что эта пранаяма, она выравнивает активность левого и правого канала энергетического. Это отражается на прохождении воздуха через нос. Вы можете это заметить. То есть приводит ваши праны, вашу энергию в баланс. Успокаивает. И даже если вы не собираетесь там очень серьезно заниматься и практиковать для достижения каких-то крутых результатов, просто для того, чтобы быть внутренне спокойным, быть устойчивым к стрессам, хорошо себя чувствовать, вот эта вот пранаяма, она очень незаменима, очень помогает. Еще пару моментов расскажу. Если ум ваш отвлекается во время пранаямы, беспокойный, это очень часто бывает, можно дать ему дополнительную опору в виде концентрации. Это может быть концентрация на самом потоке дыхания, вот как он входит дыхание в нос, внутрь, и потом выходит. Такая очень
концентрация на физическом процессе. И второй вариант – это концентрация на таком более энергетическом процессе, может быть, даже с визуализацией. Когда мы представляем, что прана, энергия, входит в левую ноздрю при вдохе, сверху вниз по левой стороне позвоночника опускается, и на выдохе поднимается снизу вверх по правой стороне позвоночника и выходит через правую ноздрю. Вот во время дыхания, пока вы вот так вот дышите, вы концентрируетесь на этом процессе. Это помогает лучше почувствовать вообще природу этой пранаямы и удерживает ум от колебаний, я бы так сказала. Ваш вдох должен очень плавно переходить в выдох и наоборот. Чем плавнее вы делаете, тем лучше. Постепенно дыхание будет растягиваться, удлиняться. И вместе с этим будет успокаиваться ваше состояние, ваш ум. Все более глубокие уровни спокойствия вы можете познать. Потому что всякий, кто пробовал медитировать или делать какую-то пранаяму, он обнаруживает, что очень много уровней беспокойства в уме. То есть это не только мысли и образы, это что-то еще глубже и глубже вскрывается. Какие-то слои. И эта практика, она постепенно это все выравнивает и успокаивает. Такую пранаяму я рекомендую делать, начинать там с 5 минут, потом увеличивать до 10, и так далее, 20, 30. Час это максимум. Обычно у людей нет столько времени, полчаса нормально. То есть, если вы практикуете, допустим, 3 вот этих вида дыхания, которые я рассказала, вы начинаете с полного дыхания, допустим, 3-5 минут, затем капалабхати, 3 подхода, там, по 20 или по 30 раз. И остальное время, там, минут 10-15, вот дышите. Это вот анулома-вилома, переменное дыхание. Этого достаточно. Увеличение должно происходить постепенно. То есть, например, раз в месяц вы можете увеличивать время. Для первого года этого достаточно, такой практики пранаямы. Есть еще другие техники, но я считаю, что важно изучить хорошо самое основное. Какие-то очень простые вещи в виде вдоха и выдоха. Потом уже можно осваивать остановку или задержку дыхания. На этом все. Хорошей практики.